Все, абсолютно все грешили или грешат на этой земле. Некоторые ненамеренно, некоторые от безвыходности, а некоторые просто потому, что им нравится их образ жизни. На самом деле жить в современном мире, ни разу не согрешив, просто невозможно. Я в этом уверен. Даже самые так называемые святые больше всего злоупотребляют доверием к себе. И обычным грешникам, как мы, до них ой как далеко. Итак, 7 смертных грехов. Именно число 7, закрепившееся за главными грехами, которые церковь позиционирует как смертные. Поэт Данте Алигьери даже описал 7 кругов чистилища, которые соответствуют каждому греху. А Боттичелли же в свое время все это изобразил в своей картине «Круги ада». Первый грех – гордыня. Началом гордыни обычно является презрение. Тот, кто почитает себя одного, отказывается сначала от малознакомых людей, потом от родных и друзей. В итоге остается один, не интересуясь восторгом окружающих, наблюдая за источником собственного счастья. Как правило, радость его длится недолго, он просто становится неспособным к любви, дружбе и даже общению. Второй грех – зависть. Зависть не ищет стремления к лучшему, зато ищет зла для ближнего. Завистливый хотел бы видеть счастливого несчастным, а богатого убогим. Завистливое расположение становится стартовой площадкой для самых страшных преступлений, а также бесчисленного множества больших и мелких пакостей, сделанных ради того, чтобы другому человеку было плохо. Или просто перестало быть хорошо. Но самому завистнику вряд ли станет от этого легче. Третий грех. Гнев. Гнев присущен всем, но искажение этого чувства выплескивается на самых ближних людей, иногда по самым ничтожным поводам. Человек в гневе способен обидеть, оскорбить, кидаться в драку и даже убить. Поэтому последствия этого греха могут быть очень страшными. О, а у меня девушка когда-то была Ира, вроде не злая, может просто не доводил. Четвертый грех – уныние. Унынием считается расслабление душевных и телесных сил, соединенное с крайним пессимизмом. Это постоянное рассредоточение целей и воли, приводящее к тоске о несбывшихся планах. Пятый грех – алчность. Алчные и корыстные люди никогда не остановятся на достигнутом. Они будут добиваться чего угодно только для того, чтобы затем сказать «Моё». Естественно, главный двигатель алчности – это деньги, потому что с помощью их можно достать все. Этому греху подвержены абсолютно все, а особенно те, кто уже и так имеет достаточно. Болезненная страсть непреодолимого желания обладать всем вокруг подвергает себе больше и больше, нанося ущерб всем вокруг. Шестой грех – чревоугодие. Чревоугодие может проявлять себя не только в безумном обжорстве, но и в кулинарной разборчивости, в предпочтении изысканных блюд простой пищи. Конечно, грубый обжора и утонченный гурман – это огромная разница, но оба они рабы своего пищевого поведения. И для того, и для другого еда перестала быть средством поддержания тела, превратившись в цель жизни. А кто сейчас не любит вкусно покушать? Седьмой грех – похоть. Человек, находящийся под влиянием похоти, нередко просто не может думать больше ни о чем. Его мыслями, так сказать, овладевает демон страсти. Потенциальные партнеры вызывают самые смелые мысли, одна другой грязнее. Это уже просто инстинкт, и даже не животный, потому что животные не доходят до такого разврата, до которого способен дойти человек. Каждый вправе жить так, как ему хочется, если это не противоречит законам и общим моральным принципам. Судить можно кого угодно, а вы попробуйте жить правильно. Думаете, получится?